главный герой этого похода. Главный. Первый поход, и он сразу начался с серьезного. Да. Тяжелым. Да. Даже бывалые походники некоторые отказались идти. Побоялись сложность маршрута. А Витек, он смелый человек. Молодец. Нет, это будет видно через 3 недели. Пока эмоции непонятные. Ничего, все справимся. Дойдем. Да, главное, что у нас погода радует, солнышко, Да. лес. Как хорошо все начинается, да? Да, это уже радует. А то если было бы дождь, наверное, не было бы такой позитива. Вот они, шведские пейзажи. О, привет! Мы на севере Швеции. Куда едем? Куда мы едем? Мы едем в сторону севера Норвегии, севера Швеции. Пока. Да? Потом перекладными на ту сторону того вот озера. Там у нас будет костер, рыбалка. Что у нас там еще будет? А, ну и ужин полезный. Kanske någon tur i den här heten. Men det hinner inte komma så långt bort. Det blir mest jobb. Jo, detsamma. Kör säkert. Yes, fint. Hej då. Плохо понимаю этого человека. Северное сияние. Это северный олень? Или это вот эти? Может быть. Это тетерев или что это? Куропатка? Да, мы сейчас находимся в парке Лапония. Лапония. Вот в этой точке. И потом мы пойдем вот так через горы. В сторону Норвегии. О. Витя, как тебе? Ну, вот эти тапочки мне очень удобно. А да, смотрите. Если мы так пойдем, то мне комфортно. Вот настоящая походная обувь так и выглядит. Да. Так ходят самы. Спортивные носки и спортивные тапочки. Так ходит местное население. И папа. Молодцы. Симпатичненько. Симпатично, красивенько, чистенько. Зайца видишь? А он есть. Олежка, ты видишь зайца? Я вижу зайца. Зайца вижу, смотри на зайца. Посмотрите, где он. Только не спугните ушастого нашего. Что, приключения начинаются? Да. Тупик у нас. Но вон водоворот есть какой-то красивый. Может, эту дамбу закрывает на вечер, знаешь, на ночь. Мы просто не успели. Есть такое Ну, подозрение. видишь, что машины на парковке стояли, какие-то по-любому охранники есть. Как прошло? Не, в общем, хорошо. Выспался. Единственное, по пути сюда где-то пробил матрас.
И он у меня через 2 часа спустил. Вот, было холодно, поэтому я все, что у меня было из вещей, я все на себя одел. Ну ничего, в 6 утра проснулся, даже отдохнул. Вечером заклеим матрас, ну и все будет хорошо. Дайте, А зато пожалуйста, какая погода у нас. Погода и природа. Все это. спички у кого? У вас спички есть? Откуда там Если спички? нет у вас, значит, Откуда там вы спички? Там сидите электророзжиг. дома. Там электророзжиг. Да. Газовая плита. И что? Да, Где что-нибудь спички? вечером придумаем с матрасом. Да. Будем его лечить. Куда туда не ушли гулять, походу? На заработки. А может быть. Нет, заработки у них зимой. Туристов возить. Вот они, герои. Да. Идем. Вон еще один герой. Питается подножным кормом. Ребята обедают. Вот такой у нас отдых. В основном обедаем, кушаем. А что еще делать? Почти не ходим никуда. Ну, стараемся деликатесами. Испанская колбаса, Оливка орешки африканские. африканские, ага. Смотрите, мы находимся за полярным кругом. На улице плюс 15, наверное, да? Женька в футболке. Удивительно. Так что, Вероника, завидуй нам. И это, молча. Вот так второй день нашего похода. Вечер. Мы нашли какой-то домик. Вот там родник наверху. Такая красота. Мы не хотим палатки ставить. Поэтому мы решили снять этот домик. Ну как снять? В аренду взять. Вероника молодец. Все правильно сделала. Это видео идет, да? Да, ребят, пару слов. Как день прошел? Активно. Тяжело. Было тяжело сегодня. Сначала давайте что хорошее, а что потом плохое. Ну, хорошая. Погода хорошая. Угу. Людей встречаем. Виды красивые. Да. А, сегодня вкусная была черника. Мы сегодня Да. с черники съели, ну, каждый по полкилограмма точно, наверное. Было очень вкусно. Потом, что мы еще ели? А, больше мы еще не ели. Да. Мы остальное боялись есть. Дошли до домика. Он был закрыт. Илюха приоткрыл окно, и оно... Илюха, давайте без имен, давайте без имен. Давайте без имен, да. Третий человек с нашей компании Третий. открыл окно. Он же оператор. Который сейчас снимает. Он же Да? оператор. Он открыл окно. И мы сейчас в домике с комфортом. Ну, короче, Относительно. открыли окно. Вот это окно злополучное. Да. Ну, зашли, печка горит теперь. Теперь это сразу печка горит, знаешь. Да. Теплая, да? Да. Теплый домик. Я немножко чуть-чуть заболел. Я думаю, что будет хорошо. А как дорога, как путь вообще? Вольготный такой, легкий. Легкотня. Вообще плюнуть. Для спецов. Ну, Как Для вам? новичков тяжело. Вот мне тяжело, потому что я новичок. Было много у нас сегодня горных рек, маленьких, больших. Болоты. Были болота. Много, просто много. А, и был корчажник. Это, вот это вот, какие-то. эти кустарники, знаете, как называются? Называются корчажники, если не ошибаюсь. Это чисто, Мешали нам идти. это таежная такая стихия, корчажник. Мгм. ну, он где-то спасает от болота. Можно на них наступать. Да. Тогда можешь не замочиться. Мгм. Но ноги промочили все. Все. И особенно под конец. Болото последнее. Не Топовое. далось нам. Топовое было болотце. Мгм. Сейчас кушаем гречку. И какой-то курица или. Жарко.
Да, так что походы это здорово. Ну да. Ходите в походы. Ходите, да, я вас прошу. Особенно на север. Ну, Север завораживает. Тропинку делает. Женя, можешь упасть для красоты? Я шучу.
Вероника, не едь никуда, сиди дома, ты чё? Мы сейчас пойдем вот туда, на перевал. Вот возле нашего лагеря вода, как в Кисловодске, минеральная, сероводородом пахнет. Она вот, видите, такая прям аж рыженькая. Вот, ребята уже разложились. Вот такое озеро в конце. Снежок там хорошо попорошил. Так, ведем репортаж. У Евгения. 1 сентября. Дети идут в школу. Да, А мы чем занимаемся? У нас и снег, и дождь, и ветер. Но зато, вон туда посмотрите, какая здесь красота. Мы всему можем пожертвовать, но красоту эту... Ой! Вообще красота. А вот с нами Витек, южный человек вообще. Южный, да. 1 сентября на Кавказе люди в шортах ходят, Ну, загорать едут на речку. А у нас здесь 0. И снег идет. Ребята, это, конечно, прикольно все, но здесь холодно. Ну да. Берите побольше теплых вещей. Очень много берите. Да. Еду не берите. Не, еда не поможет. Теплая одежда поможет.
2 сентября 2021 год. Север Швеции. Идет снег. Красота. Ведем наш репортаж из Офиса. пристанища альпиниста какого-то. Непонятно. На улице Дубай или Марокко, Марокко. или Ташкент. Нет, точно не Ташкент. Там снег просто идет. Сидим мы в дровянике. Что самое интересное, здесь есть USB Заряд. зарядка от солнечной батареи, которая находится снаружи дома. Провели ночь, полную тревог. Снились медведи. Снились медведи. Жене снились боевые гусеницы желтые. Смотрите, как он делает вид, притворяется, как будто он спит. Типа я сплю, я в домике. Мне снилось, знаете что? Саудовская Аравия. Как я малярку делаю богатому человеку. Садовская Аравия? Да. Это где находится? Это очень далеко от Швеции. И что ты там? Я делал малярку. Богатому человеку. А Все он? мне завидовали. А, Получилось? Конечно, они говорят: Женя, тебе на каком? На такси, на дорогом или на дешевом? Я сказал: на дорогом. то есть он тебя каждый день отвозил на Тондираба на такси обратно? Не, ну не раба нет, конечно. Все, интервью закончилось, чао! Тондираба. О, весело. Ой, неужели мы выжили эту ночь? Горемыки, горемычные. Ладно, пойдем посмотрим, кто там в домике. Иди Софию разбуди. Есть кто живой? Может, она уже все окочурилась? Будем яму копать ложками. В замерзшей земле. У тебя вилка с ложкой, так что давай вилкой. А ты давай гусеничкой ползи, нам ягоды собирай. Гусеничка, ягодки. Тебе морожку или с чернику? Мне ассорти. Ассорти? Ассорти, да. То есть это все вместе? Это врозь. Это врозь? Да, выживание вот такое у нас. Сидим, выживаем Не хватает нам горячего чая. на грани жизни и смерти. Лучше какой-то Блины кушаем на новой сковородке. Вот замесили тесто из ледниковой воды с речки. Да. А здесь вот интересный домик. Здесь вот многие оставляют свои художества, свои отзывы. Просто помечают себя, что они здесь были. Тетрадки нашел с Австралии. Человек будет. С Австралии? Да. Ничего И себе. запись: Австралия, Испания, Италия, Австралия. Чехия. Эко его занесло, да? Да, с Австралией, конечно. Нормально. Сел не на тот самолет, наверное, и прилетел. Думал, знаешь, да. Приедет к себе там куда-то. Да, здесь можно почитать. Интересные. Да, здесь из Петербурга вот нашли. Как клуб называется? Сосисочный клуб. Сосисочный клуб. СПБ.
Потом здесь из Украины, да? Да? Да, вон написано. Что там написано? Глобус. Клуб Глобус. И все, что ли? Привет из Украины. Что-то у нас сгорит. Все. На самом деле. Готово. Покажи-ка. Готово. Вот. Все, приятного аппетита. Спасибо. Вот такая уютная избушечка, в которой мы пекли блины, оладушки. И сейчас будем завтракать гречневой кашей. Это одна из двух избушек в заповеднике Сарок, где есть экстренная связь. Такой коробочкой открываем. Здесь мы видим телефон. И здесь инструкция на шведском, английском, немецком и французском языках, если не ошибаюсь. Что-то случилось с вами или с вашей компанией, бежите сюда, звоните, просите помощи, к вам вылетает вертолет, если хорошая погода. Коротко о погоде. Швеция. 3 сентября. Север Швеции. Вот такая погода у нас. Вот. Вот так вот мы и живем. Просто идет снегопад. Как там у вас с погодой? Рассказывайте. Витек, что происходит? Пару слов. Без комментариев. Без комментариев. Наводим порядок. Это жесть. Просто смотрите. О! Красиво. Там на улице, Was it outdoors? Outdoors. Yes. Okay. Be careful, there can be ammunition in it. А, говорит, там могут патроны быть. Патроны. Да. Всего лишь патроны. Ну да, это может вообще покалечить конкретно. Так, секунду. Я не брал только бронежилет. О, ничего себе горит, смотри, как горит. Горит и не горело. В общем, сжигаем мусор потихонечку. That's it, I think. We are satisfied. Пришли в домик. Пришли в домик, а здесь... Жень, что мы здесь увидели? Без комментариев. Свалка в домике была. И здесь пришел очень деятельный швед, который решил все это спалить. Такие вот дела. Осторожно. Жень, что ты об этом думаешь? Это, конечно, все жестко. Смотрите, а вокруг какая погода.
Красота. Красота. Зима, в общем. Вот и Витек вышел. Погреться. Сейчас будем мясо жарить. Подождите. Сейчас углей дождемся. Сейчас мясо пойдет. Сейчас угли пойдут хорошие. Как раз у нас там шейная вырезка замаринована. Сейчас будем знать. Ребята, прямой эфир с севера Швеции, 4 февраля. Ну, он, видно, планировал. 4 февраля, север Швеции. Так, сегодня 4 сентября. Наконец-то. Да, вот, смотрите. Это вот европейский вариант похода в горы. Вот так. Вот так он должен выглядеть. Так ходят современные люди. Не современный, а прошлый век. Да, вообще. прошлый век вот так. У меня тоже прошлый век, смотрите. Да. Какие-то перчатки непонятные. Непонятно вообще. А вот, да. А вот 2020. Тесла, новый iPhone. Вот. Есть На даже одном уровне. размеры 42-44. И они Нанотехнологии. всегда держат тепло. Хорошее тепло. Когда Космические технологии. Пальчики вместе, они сохраняют тепло. Так что выходит в открытый космос люди. покупайте только в Швеции. Реклама, ребята, реклама. Во всех магазинах Швеции. Всех магазинах Швеции. А чему я еще радуюсь? Оптовую Я разницу. радуюсь. Солнце прошло, солнце. Вот оно, смотрите. Не было ее, не было. Наконец-то. Неделя была, дожди, ливни были, снегопады, ветры сильные были. Ужас. Но мы это выдержали, мы не сломались. Ты еще не устал, ты себя-то сними, а то забыли. Ну ясно, что дальше? Суббота, видишь, выходной день. Чак не готов работать. Ой, ужас какой-то, я уже все. Нашу-то не ешь чернику, ты что смотришь на нас? И нас смотрит на нас. Ты нашу чернику ешь, ты что? Вот дает. Ильян, покажи его, он нашу чернику ест. Дает. А вон там второй выходит. А, за точно. угла. Еще один. Дорога на мост через горную реку.
Блогеры наши. Так. Вот так. Красиво. Большая глубина, да? Я думаю, да. Ну вот. Мы покидаем уже наш домик в Швеции. Северный. Здесь мы спали сегодня. Что, уютненько. Тепло, главное. Да, Сухо. и дешево, всего лишь 50 евро ночью. Часы. Редисон. Называется компания Редисон. Или Хилтон, не помню. Выходишь, а здесь березки, вертолеты, олени гуляют. Да, отдохнули и все. И пойдем. Осталось 55 километров до норвежской границы. Его не спасет. Наверху. Там надо 2 капюшона минимум. Шапка. Перчатки. Ну, человек не первый раз. Ну да, я думаю, выживет. Ну, смотри, у него такие обычные боты. Навряд ли у него есть резиновые сапоги. Ага. Мы находимся в деревушке Самов. Это коренной народ с севера. И вот такая вот у них традиционная избушка. Покрыта мхом. Сидим, значит, мы. Все задумались о своем. А Женька чавкает здесь, сидит. Жень, зачем чавкаешь? А? А? Прямой эфир. Что тебе сегодня на ужин? Ничего. Что, пустые щи хлебаешь? Сегодня вода. Вода? Теплая хотя бы. Уплетает, смотрите, за обе щеки. Говорим. Как будто голодный. Витек нам костер разжег сегодня. Уютно. Дождик прекратился. Ну все, счастье. Надо тоже покушать чуть, да? Палочки у нас расстелены. Сегодня прошли
Сегодня прошли сколько? Сегодня у нас 16, да? 16, да, примерно. 16-17. А посмотри в телефоне, сколько прошли. Сейчас скажу. Четырнадцать с половиной. А? 14,5 сегодня. А, ничего себе, странно. Угу. Короче, 15. Завтра будет самое интересное. Начнется путь. Последний отрезок до Норвегии. Последний участок. Марш-бросок. Ладно, всем приятного аппетита. Ну так, сегодня понедельник, начало рабочей недели. Мы тоже сегодня будем впахивать. С утра завтрак. Готовим кашу овсянку, чтобы было силы идти дальше. Костер. Как всегда, солнечная погода. Синее небо. Приятная температура, около 20 градусов. Женька собирает свои вещички. Жень, что делаешь? Что делаешь? Вчера Женька весь вечер проклинал свои сапоги, которые мешали ему. И некуда было поставить в палатке. Я буду сжигать. Сейчас будет сжигать свои вещи. Сжигать. Больше всех из нашей компании дождь нравится именно Жене. Это его самая любимая погода. Вообще отрывается. Потому что в душе он англичанин. Лондонец. Дождь — это его стихия. Он в дождь как рыба в воде. Болото он любит. Болото очень уважает прям. Побольше вот этих кустарников, Перепрыгивать было. что удобно. перепрыгивает, да. Это получает удовольствие человек. Точно. По-разному. Так, а вот у нас каша здесь, овсяночка. Настаивается. Уже закипела. Скоро сядем завтракать. Вот такое у нас утро посреди деревушки.
Деревушка полностью пустая, никого нет. Все уехали. Но обещали вернуться. А может, они решили на нас напасть? Да. Они маленькие. Прикольно. С ребром столпились такие, прямо на нас смотрят. Да. И пошли. Да, и бац такие, а? Такие хорошенькие вообще, не могу прям. Красавчики. А что нам бояться? Мы добрые. Они что, они, по-моему, дикие, да? А, да, без повязок. Без повязок, представляешь? Хорошие. Две черни нас искали, где мы. Ну, нашли и нас. У них где тоже обед. Все ближе и ближе к нам. Точно они, 100%. Да, это они, да. Двое черненьких и 3 беленьких. С черненькими. Такие красивые вообще. Хочется погладить вас. Особенно он там маленький. Слушай, как тебе? Все хорошо, все отлично. Идем в Норвегию. Вот оттуда мы пришли, получается. Ну, видишь, мы по побережью шли потом, где-то ночевали и идем туда, в сторону Норвегии. Сейчас надо будет пересечь вот эти вот озера, реки. Ладно, пойдем. У нас все время солнце светит. Мы никогда не замерзаем. Не знаем, куда от него деться просто. Вся кожа обгорела.
кремов не хватает уже. Уже просто мажемся грязью. Мы всегда улыбку натягиваем, чтобы у нас типа все хорошо. Так что ходите в походы На север. И не забывайте. на север Швеции. Да. Север Швеции гостеприим и ждет вас. Это вы никогда не забудете. Да, у нас первый день в Норвегии. Привели в этом охотничьем домике рыбацком. Вчера с большими приключениями до него добирались через шведскую границу. Здесь красивый водопад. Красивый водопад. И красивое прозрачное озеро. А спускались мы вот там, с тех высоких гор. Было то еще приключение. Так. Сидим такие. Кушаем малиновое варенье. С чем? С вкусными. Как они называются? Оладушки. Оладушки. С черникой норвежской, ребята. Зацените. А как проходит ваш завтрак? Ну да. Вот, норвежская черника. Чтобы вы понимали, все натуральное. Своими руками собрано. Да. Чистой горной водой помыто. Вообще красота. Сегодня у нас дневочка. Чай вообще будем пить архызский, горный. Все, всем приятного аппетита. Спасибо. 2 недели в походе.
Вот так выглядит двухнедельный человек в походе. Он выглядит достойно. Человек гор. Дневка у нас. Сидим в избушке. Женька там лежит. Я сейчас схожу на рыбалку, а вот Витек Привет! сходил за пару часиков. Белый гриб, царь грибов. Ой, какой улов. Круть. Сегодня с гречечкой поедим. Вкуснятина будет. Да. Классно. Норвежские леса. Тут есть чем питаться. Ягода, грибы. Ну, дневка уже удалась. Да, красиво сегодня. Дорогие родители, Наталья с Алексеем, привет. Как у вас день проходит? Вот у нас сегодня пятница, 10 сентября. Мы в Норвегии. Очень красивая страна. Мы пришли позавчера в Норвегию. Вот. И уже вторую ночь будем ночевать вот в этом домике, который сзади меня. Получается, у нас сегодня такой выходной день. Мы решили отдохнуть, там вещи чуть подстирать. Я вот грибов походил, пособирал. Здесь очень много грибов. Сюда бы нашего папу, он бы, я не знаю, полюбил бы эту страну, потому что тут грибов тьма, никто их не собирает. Вот, я думаю, килограмм 6-7 я грибов белых насобирал. Сейчас почистил, поставил их варить, пожарим вечером. Вот, парни пошли пробовать рыбу ловить. Здесь много озер вокруг нас. Красивые горы, они чем-то похожи на грузинские горы, но они какие-то свои. То есть много скал, лес, озера. Вот. Потом, что здесь? Ну, осень уже, все листочки красные, желтые, красиво. Вот, поэтому мы сегодня отдыхаем в этом домике, а потом завтра идем дальше. У нас еще 2 дня пути, и потом у нас будет первая маленькая деревня Норвегии. Мы там хотим день-два побыть, просто посмотреть, что за деревня. Там хостел хотим найти, переночевать. Потом у нас Боде город. Там у нас будет день-два. И потом уже Осло. Вот, так что все хорошо. Норвегия мне нравится. Природа классная. Сейчас я вам покажу немножко видео. Вот такая тут природа. Природа. Озера, леса. Вот там у нас выше нашего домика речка горная идет. Мы там воду набираем. Вот. Ну, в общем, такая красота. Так что все хорошо у меня. Знаю, что вы за меня переживали сильно, но все отлично. Здесь такая у нас табуретка. Я поставил, чтобы тут грибы чистить. Ну, с красивым видом. А то как-то в доме все красиво, но природа мне больше нравится. Ладно. Хорошего вам дня. Сегодня у нас дневка продолжается. С утра у нас были оладушки, а вечером у нас на ужине вот такое вот коронное блюдо. Ну да. Норвежская. Гречка. Это белые грибы, да? Да. Вот. Автор всего творения. Норвежские грибы кушаем. Здорово. Ну, вчера шли, было много грибов. Сегодня решили их собрать, чтобы их скушать. Потому что местные их не собирают, потому что здесь местных нету. Очень далеко от людей. Только олени. Угу. Много черники, так что кому вот
Есть потребность в чернике, приезжайте в Норвегию. Очень много. И в Швеции тоже много. Да. Да, точно. Сидим, ужинаем. Такой вот уютный домик. Завтра пойдем уже дальше по тропе. Сейчас все приберем, оберем. Такие вот у нас дела. Прекрасный день, светит солнце, и мы готовы отправляться в путь. Да. Все собраны. Солнце, конечно. Погода нас радует, поэтому мы готовы идти в том направлении. Привет, Норвегии! Красота! О, всем привет! Привет, привет! Чтобы не упасть. Вечер возле нашего лагеря. Вот такая красота. Я решил попробовать поймать какую-нибудь рыбку трофейную с Норвегии. Такое озеро. Такие горы вокруг. Очень красиво у нас тут. У нас предпоследний день или последний день? Последний. Походный. Предпоследний день. Походный. Как день прошел? Круто. В трудах, все в трудах Да. и заботах. Сегодня же суббота, да, выходный день. Суббота. А мы вот доедаем все, что осталось. По сусекам скребем.
Сегодня наскребли. Хлеб. Хлеб домашний. Хлеб. Состав огласите. Мука, дрожжи, вода, орех грецкий, колбаса испанская. Что там еще? Что там еще было? Да все. Соль. Специи, Соль, да, да. да, Соли, всё. чуть-чуть соли. То есть по рецептам обращайтесь к автору видео. Да. Ищите меня в Инстаграме. Он вам вышлет. В Инстаграме. Он вам вышлет полный рецепт. Оригинальный Что с рецепт. чем Да. мешать. От 40 евро. Самое главное, чтобы у вас была хорошая посуда. Если у вас нет такой сковородки, даже не пишите. Да, и фантазия. Фантазия богатая должна быть. Ну да. Так, это у нас вот... Женька нас угощает сыром шведским. Шведский. И Витя Литовское угощает сало. салом. А это Местная. собрал. Норвегия. брусничка, представляете? Мгм. Сегодня наелись ягод. Вот так отдыхаем потихонечку. Так вот и держимся. Намучились, заслужили отдых после мучений. Да, но тут природа все компенсирует. Природа здесь Природа и погода. как нигде. Все, будем кушать, пока не остыло совсем. Так, сегодня воскресенье. Это наша последняя избушка на пути, в которой мы сегодня ночевали. Вот наши вещи уже собраны. Почти 10 часов утра. Называется Сторск Охютта. Мы сегодня пойдем вот до этого водопада 7,5 километров. Хороша вода в Норвегии. Все натуральное. Да, вот так нужно воду пить.
Норвегии. Все, мы спустились Это здорово. с гор. Мы на месте, мы пришли. Мы на земле. Ребята, вы молодцы. Все выдержали вообще. Горжусь ими. Илюхе большое спасибо. Он красавчик, самый лучший организатор из всех, что есть вообще в Инстаграме, я не знаю, в Ютубе. Сводил нас в Швецию, в Норвегию, показал нам реально красоту. Вот. Пьем каждый день чистую воду, едим ягоды, все красиво. Илюха, тебе большое спасибо. Спасибо вам. Первое впечатление, да. Отлично. Женька, молодец. Как же водопад тебе понравился? Да. Водопад был классный. Вот этот классный был спуск, да, вот этот? Ну да. 2 колеи. То прям вообще. Это точно. Быстренько мы, конечно, спустились. Вот так. Такие вот мы путешественники. 2 недели в диких условиях. Наконец-то в кроссовке, да? Наконец-то дорога, наконец-то шоссе, машины. Машины. Родненькие машины, которые я так люблю. Соскучились по городам, по городской суете. Да. Сейчас мне кажется, даже появится уже интернет. По магазинам соскучились. Сейчас проверим. Все. Все, идем сейчас к кемпингу.